Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 декабря по 31. Последняя неделя уходящего года. И я поздравляю от всего сердца тех, кто встречает праздник Рождества 25 декабря. Давайте верить в мечту. И тогда, если мы приложим некоторые усилия, обязательно и нужные двери откроются перед нами. Мы встретим нужных людей. Это действительно правило работает. Мы достанем с вами первую карту. Какое радостное событие, какие сюрпризы вас ожидают, мои дорогие стрельцы. Хотела вас поблагодарить за ваши добрые комментарии искренние, за ваши волшебные пожелания, отклики. Мне очень приятно читать все это. По сути, это мое вдохновение. Итак, первая карта. Какой же сюрприз для вас, мои дорогие стрельцы? Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, самое главное, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки вы все-таки получите. Итак, сюрпризы или что вас будет радовать? Какие неожиданности могут быть, с чем вы можете столкнуться? Чему сейчас не время или что может помешать? Может быть, какая-то мелочь, деталь. А что вам будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения. Может быть, от вас скрывают дела, работа, бизнес, энергетику смотрим, энергия денег, финансы, личная жизнь, как видят карты, и карта совет. Подведем итоги. Итак, что же будет радовать? Вообще неспешный период, когда у вас все под контролем. Для кого-то из вас может быть очень значимый человек в вашей жизни. Может быть, это ваш партнер, супруг, или вы встречаетесь какое-то время. Это те люди проходят по королю Пентаклей, которым мы можем доверять, которые сделали себя сами. Это те, которые могут занимать высокий пост, или даже по гороскопу это может быть стихия Земли, представители знака зодиака, Телец, Дева, Козерог, или имеющий асцендент в этих знаках. По этой карте это сама по себе карта как спокойствие, уверенности в сегодняшнем дне, в завтрашнем, или желание упорядочить, может быть, какие-то процессы в своей жизни, сделать более прогнозируемыми. А вообще часто идут по этой карте, есть такое значение, как, знаете, тот человек, который хочет о вас заботиться. Поэтому всем искренне желаю, правда, если вы в паре, у вас есть партнер, то какие-то знаки особого внимания вы получите. С другой стороны, если вы один или одна, то определенно стоит подумать о личной жизни. Давайте мы посмотрим, какие неожиданности с вами могут произойти. А тут какая-то поездка, может быть, вам как предложено. Или вы собирались куда-то, может быть, прежде не получалось, а вот здесь вы как раз будете что-то планировать, вполне вероятно. И, может быть, даже не на этой неделе, а знаете как, у нас Меркурий выйдет из ретро-движения 2 января, и вы можете куда-то отправиться через эту неделю, как раз на следующий, уже в новом 2024 году. Здесь как будто зеленый свет. В неожиданностях могут быть предложения по работе или ваши решения. Я буду менять что-то в своей жизни. У кого-то могут быть вопросы, связанные с переездом далеко или поближе, как смена места жительства. Может быть, если мы говорим про работу, часто по 6 мечей сфера IT проигрывается, когда вы можете или кто-то из вас примет окончательное решение. Я как раз буду получать вот эти навыки, скиллы, на основании которых можно начать свою трудовую деятельность. Это, пожалуй, одна из единственных сфер, где нам не обязательно, точнее, заканчивать университет и сидеть за партой, а мы можем, постепенно приобретая навыки, как будто совершенствовать себя как специалиста, ну и быть экспертом в этом вопросе. Вот кто-то может принять такое важное решение. Также проходят, например, такие ситуации, когда вы можете решить, что я хочу работать удаленно и дома, или наоборот, я хочу видеть мир
и меня больше устроят командировки. Вот правда, тут по работе совершенно разная ситуация может проиграться. Или, мои дорогие, когда вы решите, я свое ремесло, творчество буду развивать сам или сама. Это карта заслуженного успеха. Это когда что-то вы делаете и в последующем получаете награду своего рода, успех, удачу, что-то у вас получается. Но удача это не та призрачная, а которая где-то состоит из приложенных действий. Дорогу осилит идущий, и хоть и карта темноватая, но она как раз обещает успех. Не на этой неделе, а через какое-то время. Как будто продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот как-то так. В неожиданностях возможности для вас, мои дорогие. Как и поездка, так и какие-то перспективы. Чему сейчас не время? Быть каким-то отстраненным. Очень таким, знаете, глубоко убежденным прагматиком. Или хладнокровным человеком, хотя вам это не свойственно, вы люди солнечные, вы люди оптимисты, но мало ли так вот бывает, накатило. И эмоциональный фон такой, что не хочется где-то излучать эмоции, хочется быть более жестким. Может быть, чему сейчас не время. Слишком, как-то анализировать ту или иную ситуацию. Для кого-то из вас два короля могут означать то, что придется походить по каким-то инстанциям, особенно если для вас актуальны какие-то согласования, подписи, печати, документы и так далее. Но значит, все равно где-то больше лояльности, открытости, потому что какая-то жесткость в отношениях, она точно вам не окажет хорошую услугу. Быть открытым миру, в принципе, и любую ситуацию повернуть в ту сторону, как вам это более приемлемо, или так, как вы хотите, как будто, может быть, лазейку какую-то найти, при этом не нарушая закон. Вот закон не время нарушать. Это точно, даже если это касается каких-то мелких положений. Что будет помогать? Правда. Когда вы можете искать какую-то правду, вы сами можете случайно узнать о чем-то, известие какое-то получить. К вам может приехать человек, как гонец какой-то, и принести тоже какую-то информацию. Чаще эта карта, я ее называю бунтарь без причины. Но вы можете столкнуться с тем человеком, который очень разговорчивый. Вам начнет что-то рассказывать, может быть, и свое, а вы каким-то образом проиграете эту ситуацию, переложив на свою историю, и получите какой-либо ответ. Или в какой-то фразе может заключаться как совет, так бывает, потому что порой мы слышим случайно информацию, но она касается и нас тоже. Вот как не случайная случайность, или, как я сказала, узнать правду. Даже не собираясь, но вот есть в информации в какой-то или в конкретном человеке, с которым вы можете столкнуться на неделе, какая-то полезная информация для вас, мои дорогие. Давайте мы узнаем, что же скрыто. По пятерке пентаклей идут недостаток. И здесь недостаток, допустим, два момента. Это как финансы идут или как холод в отношениях. Поэтому какая для кого-либо из вас финансовая история какая-то ваша, она вас не устраивает, и вы захотите ее поменять. Или вы захотите изменить, если вы прежде не договорились, или словно черная кошка пробежала между вами и партнером, здесь захочется примириться. Нет здесь чего-то нарочито скрытого. Единственное, что нам карта говорит, если мы будем чересчур настаивать на своем или где-то, знаете, чересчур принципиальными будем, не захотим с кем-то договариваться или находить общий язык, то есть риск, что как финансовую какую-то ситуацию мы не улучшим, и в отношениях нам это тоже ничем хорошим как будто не грозит. Это не крупная карта, мелкая, но нас как будто не порадует, если мы будем давить своим авторитетом. Буквально так, мои дорогие стрельцы. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Правда, у кого-то ситуация, когда, может быть, основные важные вопросы нужно попросту проговорить. Тройка мечей – это всегда карта прошлого. Это не на этой неделе что-то произошло. Это прежний опыт,
именно уже теперь опыт, который не вызывает никаких эмоций, но нам помогает не совершить ошибок. Видимо, в чем-то была прежде ошибка, но не увеличивать дистанцию все-таки конфликта. Может быть, это касается тех людей, мои дорогие, с которыми вам, стрельцы, все равно придется столкнуться. Вот есть такие люди в нашей жизни. Коллеги, соседи, руководители, мы их не отменим никаким образом. И конфронтация, она никому не нужна. И вот если не дошли взаимопонимания, значит, нужно обойти какие-то острые углы. А если вы видите, что какая-то история не может быть к продолжению оставлена, тогда время принимать какое-то важное решение, может быть и так. Но здесь больше карта опыта, когда нас невозможно вывести на эмоции, вас, мои дорогие. Видимо, для чего-то, или, может быть, ситуация встанет по делам, работе, бизнесу, по решению, может быть, вопросов с документами. У каждого по-своему, какая-то своя история. И нам говорят, что именно будет помогать какой-то прежний опыт, который был со знаком минус. А теперь вы словно стрелянный воробей, вы уже опытный боец. Вы не повторите какую-то прежнюю историю. Это первое. И второе, вас невозможно вывести на эмоции. Вот это, конечно, со знаком плюс. Или какая-то прежняя ситуация у вас словно подходит или уже подошла к концу, и какие-то точки над «и» вы сможете расставить. Либо от чего-то отказаться, либо, если для вас это важно как человек, или, будь то бумага, документ, вот вы все равно должны это оформить, значит, как я уже сказала, обойти острые углы, договориться. Финансы. Чудесная карта. Праздник после победы. Деньги будут. Собственно, первая карта нам об этом сказала, потому что эта карта, я говорила, как надежности, когда у нас все под контролем, когда уверенность есть. Безусловно, это касается, поскольку король Пентаклей, это значит будет и о деньгах говорить тоже, то вот здесь четверка жезлов, это как какие-либо вопросы, касаемые финансов. Может быть, недвижимости, кстати. У кого-то вопросы действительно с переездом, смена места жительства как-то совпадают. И значит, удачно будут решаться эти вопросы. Может быть, это вы уже получите какую-то информацию или сможете сделку буквально на этой неделе даже осуществить, или какой-то вариант, который вас удовлетворит. По этой карте могут быть деньги вашего партнера, деньги как будто будут, но сам по себе праздник, мои дорогие, и еще и после победы какие-то вопросы у вас удачно решаются. И если мы говорим, если была патовая ситуация по пятерке Пентаклей, что скрыто, когда нужно что-то решать по финансам, так как будто не может быть продолжено дальше, то здесь вы как раз находите выход, как действовать, как мне быть в последующем, какую-то свою стратегию, тактику вы как и на теперешний период, так и на последующий уже можете себе как программу составить. Потому что уверенность, 4 жезла – это не просто якорь, а это как 2 якоря. Уверенность, надежность. И когда мы с оптимизмом смотрим в будущее, когда все у вас под контролем, это немаловажно. Пусть эта карта выпадает вам на деньги, в деньгах это тоже важно, но она в целом характеризует весь этот недельный период. Что в личной жизни? Для кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми, паж Пентаклей, или связанные вопросы с обучением детей. А для кого-то из вас, правда, это могут быть новые отношения. Вот может быть с тем человеком, который достаточно надежен, как первая карта у нас выпала, и я говорила, король Пентаклей, и, может быть, это было как знакомство недавнее, или когда есть человек в вашем окружении, когда ваши отношения, может быть, какое-то время проходили начальный этап, а теперь они будут означать переход на новую, как будто жизненную ступень. Вот у кого-то и так проиграется. Для кого-то из вас это может проиграться хоть и
Личная жизнь, да, позиция карты. Но все же Паш Пентаклей больше нам говорит о каких-то решениях наших или новых начинаниях. Или это может касаться работы, может быть, изменение обстановки на работе, когда для вас, хочешь или нет, ну, где-то вы будете думать, даже когда, находясь дома, какую-то историю проигрывать, как мне лучше поступить или воспользоваться данной ситуацией. Здесь есть определенный прогресс на длительный период. И вот этот прогресс у кого-то будет означать прогресс в личной жизни, а у кого-то вот ту историю по работе и деньгам, которая, ну, вот она вас заинтересовала, может быть, зацепила, или вы сами хотите что-то реорганизовать, потому что начало. Поэтому даже если вы ничего не начинаете, значит, происходят какие-то изменения в вашей жизни помимо вашей воли. Может быть, обстановка вокруг вас меняется, вынуждая и вас как-то действовать по-новому. Такое тоже может проиграться. Для кого-то из вас, знаете, может быть, что знакомство с человеком, который моложе вас. Вот такое тоже может проиграться. Или, кстати, с человеком, который, может быть, и не моложе вас, но он более легок на подъем. Он как будто ему его лет не дашь. Вот и такое тоже может быть вполне. Давайте мы откроем карту «Совет». Вот что бы это ни было, мои дорогие стрельцы, десятка кубков – это как и радостные эмоции, это подарки, тут и про деньги нам отчасти, да, потому что дом полная чаша, все 10 кубков наполнены. Это карта счастья самого по себе и благополучия, состоятельности, и когда сбываются наши мечты. Вот где-то вам в этом направлении, одним словом, и карта совет, что но почему вот нам и выпал, наверное, король мечей, нам говорят, не время холодности, закрытости какой-то. Здесь, наоборот, нужно проявить все, чем вас одарила природа, открытостью или оптимизмом, поделиться, может быть, и так, этим оптимизмом с другими людьми, с теми, кто вам интересен. Но карта десятка кубков говорит, наслаждайся, радуйся жизни. Что-то хорошее определенно на этой неделе входит в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы, когда будет и больше уверенности, в чем-то надежности, а что-то у вас и под контролем и на сегодняшний, и на завтрашний день. Самое время, как и вдохновиться чем-то, или попробовать себя в новом деле, или принять важное решение, одним словом, вам в направлении счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.